Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую вас на очередной лекции канала «Жизнь после жизни есть, я знаю», который посвящен доказательствам жизни после смерти и устройству потустороннего мира, куда каждый из нас попадает по завершении своего земного пути, где и воссоединяется с ранее усопшими родными и любимыми и продолжает бесконечное путешествие по нашей прекрасной и удивительной Вселенной. Если вам нравится то, что мы делаем, вы можете поддержать работу нашего канала донатом по ссылке в описании видео. Благодаря вашей поддержке наши ресурсы остаются бесплатными для всех. Большое вам спасибо. С некоторых пор мне довольно часто встречаются комментарии от зрителей и читателей такого характера. Какой же это рай, если нет еды, выпивки, телека и девок? Кому такой рай нужен? Это было бы очень скучно. Я не хочу такой вечной жизни, поэтому и не верю в нее. Давайте сегодня поговорим об этом и узнаем, как все обстоит на самом деле. Скажите, случалось ли вам смотреть на величественную панораму Кавказских гор и испытывать от этого ни с чем не сравнимое наслаждение? Бывали ли вы на вершине Эйфелевой башни вместе с любимым человеком, наблюдая с высоты птичьего полета весь Париж словно на ладони? А может, просто лежали в обнимку, смотря эту прекрасную жизнь под Новый год, или, взявшись за руки, сидели на морском причале, болтая ножками в воде? Обозревали ли произведения искусства великих и гениальных творцов в Лувре? Гуляли по парку Люмпини в Бангкоке, наблюдая массовые спортивные упражнения забавных азиатских бабулек? Смотрели в хороводе с Дональдом, Гуфи, Плуто и Микки грандиозный финальный салют дня в Диснейленде? Слушали ли тихую и завораживающую музыку Шопена на музыкальной скамейке его музея в Варшаве? Может, делали бескорыстное доброе дело для незнакомого человека? Ну уж точно, хотя бы раз в жизни читали хорошую книгу, смотрели добрый фильм или вели задушевную беседу с приятным человеком. И каждый раз, когда вы делали что-то подобное, вы получали невероятное удовольствие и заряд позитивных эмоций. Может ли сравниться это удовольствие с куском мяса, съеденным на обед, стопкой водки, хлопнутой на ужин, или вульгарным перепихоном в традиционной бане на выходные? Даже не близко. Все это пища духовная, и она гораздо более ценна, важна и естественна для нашего духа, которым мы все и являемся. Тело и телесная пища вторичны и нужны лишь для функционирования сложного биомеханического устройства, при помощи которого мы оперируем, выражаемся и учимся в плотном мире. Как бензин для автомобиля. Заправил и поехал. Фиксация на телесной пище, телесных удовольствиях и уход от пищи духовной – это одно из самых страшных заблуждений человечества, мешающее ему открыть глаза и увидеть мир таким, какой он есть, несравнимо более громадным, объемным и прекрасным, а также обнаружить смыслы жизни. Обратите внимание, указывая на важность этого понимания, я, как и многочисленные сведения из духовного мира, ни в коем случае не утверждаю необходимость вообще отказаться от наслаждений, вести исключительно аскетический образ жизни и презирать все материальное. Нет. Речь всегда идет о сохранении надлежащего баланса. Все хорошо в меру. Вполне можно получать удовольствие от всего, что существует во Вселенной, но не впадать в зависимости от этого. Тема борьбы с зависимостями и фиксации на иллюзиях физической реальности проходит красной нитью через всю нашу жизнь в плотном мире и всю информацию, поступающую из мира потустороннего нам в помощь. Очищение и освобождение от любых зависимостей к пище, к выпивке, к веществам, к плотской любви, к обязательному наличию опоры и помощи со стороны и так далее – это обязательный пункт программы нашего пребывания здесь. Именно этот пункт обеспечивает великолепную загробную жизнь в мире духа.
научаясь питаться, удовлетворяться и наслаждаться истинной духовной пищей, обретая независимость от чего бы то ни было, мы развиваемся и получаем способности строить вокруг себя великолепную, прекрасную реальность, которая возникает автоматически, стоит физическому телу умереть. И наоборот, жесткие привязки к шашлыку, коньячку, деньгам, перепихонам и чему угодно другому материальному после смерти формируют соответствующие унылые и мучительные реальности, в которых ничто телесное не может быть удовлетворено, ведь тела уже нет. Впрочем, именно поскольку наша реальность такова, какой мы создаем ее сами, вполне возможно, что для тех, кто не верит в продолжение жизни после смерти, ее и не будет. По крайней мере, складывается такое впечатление из многочисленных свидетельств о темноте за гранью земной жизни, а самые древние источники знаний уверенно утверждают постулат «по вере вашей дано вам будет». Но пока мы здесь, в мире, который создан и предназначен для того, чтобы пестовать наш дух, развивать его, делать лучше и добрее, вести к прогрессу, любви и свету, никогда не поздно открыть свой разум к истинно прекрасным вещам и обеспечить себе таким образом замечательные и по-настоящему вкусные материальную и посмертную реальности, осознавая, что телек, девки и выпивка не самое главное в жизни, тогда как пища духовная действительно имеет наиважнейшее значение. На сегодня это все, дорогие друзья. Дополнительную интересную и полезную информацию за пределами лекций, ответы на ваши вопросы о жизни после смерти в целом и по этой лекции в частности, а также познавательные статьи о потустороннем мире вы найдете в нашем телеграм-канале. Ссылка на него, как всегда, в описании видео и на экране. Добро пожаловать! Встречаемся на новой лекции здесь же, на нашем YouTube-канале. А пока всего вам самого лучшего, волшебного и замечательного.